гостях у нас гордость российской IT-индустрии, лаборатория Касперского, Екатерина Логинова. Передовые в этом плане. Тебе прекрасно. Давайте будем собирать от респондентов обратную связь. Мы стали это делать уже много лет назад. То есть какие-то были неудобства, и это косвенно может как-то отразиться все-таки на самом процессе. Точно в России минимум мы должны все делать сами. Кто знает наши продукты лучше, чем мы сами. Сейчас продуктовые дизайнеры, да, они сами стали проводить исследования. Российские товары и услуги повысить. Обратной связи не было еще тогда. Из таких мелочей складывается качественное интервью. Полный уход на удаленное. Кто-то, может быть, создает отделы рекрутинга в компании собственные. С интервью врывается ее начальник и видит, что на чем-то не тем занимается, и начинает просто на нее кричать. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Медведева Илона, я руководитель первого агентства по рекрутингу респондентов EDS, EDS-лауреат гильдии маркетологов. Сегодня мы поговорим на тему рекрутинга респондентов. И в гостях у нас гордость российской IT-индустрии, лаборатория Касперского, ее представитель, руководитель международных исследований Екатерина Логинова. Спасибо, Илона. Да, всем добрый день, доброго времени суток. Меня зовут Екатерина Логинова, как Илона уже сказала. Да, я руковожу исследованиями в лаборатории Касперского, продуктовыми UX-исследованиями. И я делаю это уже на протяжении более 10 лет. В общем-то, это моя любимая работа. Вот. И очень давно также мы сотрудничаем с Илоной, с компанией EDS. И сегодня с радостью я присоединилась ко встрече с прекрасной Илоной, чтобы побеседовать и ответить на ее вопросы. Спасибо большое. Действительно, ваш опыт очень ценный, и мы тоже уже много лет работаем, и замечаем, что действительно вы передовые в этом плане. Без прекрасно. Наверное, сегодня, как я уже говорила, поговорим на тему рекрутинга респондентов. Миссия встречи – это вклад в развитие UX-исследований, как следствие улучшения российских товаров и услуг. Первый у нас такой будет вопрос к Екатерине. Екатерина, какие подходы для повышения лояльности респондентов вы используете? И как проходит сбор? Проходит ли он? Чья инициатива была это внедрить? Я должна сразу внести такую важную корректировку, что именно повышать лояльность респондентов у нас не стоит такой задачи, да, вот лояльность одного и того же респондента мы не повышаем, потому что, естественно, мы не хотим выращивать, да, там, каких-то профессиональных респондентов. Да. Но именно в отношении ко всем респондентам, которые участвуют в наших исследованиях, естественно, нам важно, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно, да, когда мы с ними общаемся, когда проходят какие-то с нами беседы. Естественно, нам важно понимать, насколько вообще им комфортно, сколько там, не знаю, сложные или несложные задания мы им даем, насколько мы пунктуальны или, по их мнению, мы вежливы или недостаточно там как-то вежливо с ними общаемся. То есть какие-то такие моменты организационные, которые бы помогли человеку расслабиться, да, и ответить на все наши вопросы максимально комфортно, вот они нам важны. И в какой-то момент у одного нашего исследователя, у Дианы Коневец, который занимается корпоративными исследованиями, которые в нашей компании являются самыми сложными, да, корпоративные продукты, сами понимаете, да, это общение. Да, каждый раз мы повышаем свой уровень выше, потому что проекты действительно сложные, и это здорово. Да, и вот так как она большей частью занимается именно этими исследованиями, там тестовые сессии доходят бывает до 3 часов. Я сейчас говорю про допандемийные времена, да, когда мы были в офисе, возможности такие были, да, когда человек к нам приезжает, и мы заранее договариваемся, что он будет с нами достаточно продолжительное время. И ей было очень важно понять, насколько вообще это комфортно, потому что мы с вами понимаем, что не все люди, даже те, которые согласились, они могут давать так напрямую какую-то негативную обратную связь, да, сказать, что что-то идет не так, ребята, я устал, или ребята, я проголодался, и вообще отпустите меня домой, да, то есть не все готовы так откровенно говорить. Поэтому она как раз придумала такой метод, да, и как раз мы сразу же к вам пришли с этой идеей. Давайте будем собирать от респондентов обратную связь, чтобы понять, да, где есть моменты, которые мы могли бы улучшить. И мы это стали сразу же делать с вами, да, и не только в нашем B2B-секторе, но и также в B2C-секторе, потому что, в общем-то, моменты для улучшения
с организационной точки зрения, да, они есть везде, скорее всего. Ну и мы Мгм. были очень рады, что вы восприняли эту идею сразу на ура. И, в общем-то, мы стали это делать уже много лет назад и продолжаем собирать эту обратную связь. Да, мне тоже кажется, что это очень важно, потому что, может быть, какие-то были неудобства, и это косвенно может как-то отразиться все-таки на самом процессе интервью. Скажите, пожалуйста, почему вы решили проводить исследования in-house, а не с помощью маркетингового агентства? Да, тут, наверное, нужно к каким-то, да, историческим данным уже обратиться, потому что UX-исследования нашей Уже можно исторически, да, потому что вы уже очень долго эти исследования нашей компании существуют уже на занимаетесь. протяжении многих лет. Практически ветераны. Лично я, да, пришла в компанию более 10 лет назад, скоро уже будет 11 лет, и я была первым UX-исследователем, да, штатным в нашей компании. Я не скажу, что я была первым человеком, который провел исследования в компании. Естественно, до этого проводились исследования с помощью разных агентств, и, ну, это не было, наверное, на какой-то регулярной основе, и, ну, в общем-то, не было людей, у которых бы выделялось время на общение с этими агентствами. И, в общем-то, когда я пришла, у меня самая основная была задача — это передавать вот эти технические задания на исследования в эти исследовательские агентства. Вот. Тем не менее, моя идея была сразу в том, что точно в России как минимум мы должны все делать сами, ну и постепенно мы эту волну и настроили. Да? Ну, кто знает наши продукты лучше, чем мы сами. Да? Нам гораздо проще, мы в этом варимся, мы каждый день с этими продуктами взаимодействуем, и нам гораздо проще понять, куда копать, как правильно задать вопросы там, респонденту, на что обратить внимание при наблюдении на юзабилити-тестировании. А когда мы передаем техническое задание в агентство, это всегда, ну, я бы не сказала, что сломанный телефончик, но что-то может, ну, не можем до конца объяснить, да, до конца вот погрузить в наши продукты так, как мы понимаем их сами. И поэтому на агентство мы тратим гораздо больше времени именно на передачу, именно там, на передачу своих знаний, на постановку технического задания. И нам приходится там, не знаю, прописывать вообще все мелочи в программе исследования, там, вплоть до того, в какой момент, на что мы обращаем внимание и в какой момент какие вопросы мы задаем. Чтобы, ну, минимизировать это, по крайней мере, в России, мы решили там, да, развить свою экспертизу. Я уже пришла исследователем, да, с опытом, и, соответственно, я начала сама вести эти исследования в России. Вот. И, ну и постепенно мы набрали команду из девчонок. У нас устоявшаяся команда из 4 человек, которая уже, в общем-то, на протяжении многих лет не меняется. Даже это тоже очень удивительно, что никто не норовит набежать. По сей день мы проводим исследования в России. Надо сказать, что с недавнего времени, да, мы чуть изменили стратегию исследований, мы расширили нашу команду, ну, можно так сказать, да, за счет того, что сейчас продуктовые дизайнеры, да, ребята, которые рисуют, в общем-то, внешний вид наших продуктов, они сами стали проводить исследования, и это тоже Да, это вообще, это вот удивительно. Мы пока что увидели такую тенденцию у вас. вот, это Мгм. тоже приносит свои вообще Это вообще очень пользы. здорово, да. Да. И вот коротко в лесу, допустим, даже получается, есть обратная связь не только от, скажем так, кто проводит интервью, да, самого продуктового менеджера. И получается, например, они могут нам писать, мы можем учитывать какие-то пожелания. В общем, это все очень, конечно, удобно. Да-да-да, у нас вовлекаются и продуктовые дизайнеры, и продуктовые менеджеры. Там есть команды, в которых просто там все члены продуктовой команды ходят на эти сессии и смотрят их. Важным моментом было именно вовлечение продуктовых дизайнеров, потому что в процедуре, когда исследователь проводит исследование, а дизайнер получает уже какие-то рекомендации и список наблюдений, это одно, да, то есть он берет и начинает с ними как-то работать, но, скажем так, он не видел всех тех болей, всех тех проблем, да, о которых пользователь рассказывал или которые мы могли наблюдать. Когда дизайнер сам непосредственно общается со своим пользователем, у него развивается эмпатия, и когда впоследствии он рисует интерфейс, он понимает, для кого он это делает, да, и ему гораздо проще представить этого человека, он может представить даже конкретное лицо, которое он помнит из исследований. Вот. И я думаю, что такие интерфейсы получаются более успешные. Можно это взять тоже на заметку, мне кажется, потому что, вот, коротко говоря, есть еще, ну, большой приток новых компаний, которые только начинают, например, in-house, да, проводить исследования. И, конечно же, у вас уже такой устоявшийся багаж знаний. Здорово, что есть возможность поделиться. Кто-то, может быть, что-то возьмет себе на заметку. И, конечно же, в идеале, да, действительно российские товары и услуги повысить.
Ну, повысить мы можем за счет качественного клиентского опыта и качественных респондентов в том числе. Скажите, пожалуйста, Екатерина, какие сложности встретились на пути организации собственного UX-исследовательского отдела? Ну, наверное, самая основная проблема, через которую проходят многие, кто создает in-house исследования, это, наверное, вот это взращивание, да, культуры UX-исследований в компании. То есть на тот момент, Да. когда мы это все развивали, это настолько было еще для нашей компании. Я не говорю там, да, за всех, но Конечно же, сейчас уже только начинают понимать, что это очень необходимо, а тогда, особенно это 10 лет назад, мне кажется, я даже помню, что мы писали статьи, насколько это важно, и обратной связи не было еще тогда. было, ну, наверное, можно было на пальцах пересчитать компании, в которых были свои исследования. В общем-то, да, основная проблема была в том, чтобы обосновать, почему на это нужно тратить ресурсы, почему для этого нужно нанимать людей, почему на это нужно тратить деньги, да, и ну, как-то вот обосновать важность вот этих всех мероприятий. Вот. Но постепенно, шаг за шагом, да, проект за проектом, все-таки компания постепенно влилась в это, да, и стали там планировать эти исследования, бюджетировать их, и, в общем-то, там с удовольствием там, в них участвовать. И, ну, можно там много говорить про всякие какие-то детальные трудности, да, но вот самый основной челлендж — это вот взращивание культуры UX-исследований в компании. Какие рекомендации вы могли бы дать тем, кто сейчас создает свой отдел по UX-исследованиям? Ну, что можно порекомендовать? Наверное, самое первое — это не ждать, возможно, если еще до сих пор нет исследователей, то их не нужно ждать, нужно просто начинать общаться со своими клиентами, со своими пользователями. При, наверное, создании именно отдела исследований, да, я бы рекомендовала все равно не абстрагироваться от них, то есть от исследователей, да, а постоянно быть вовлеченными в эту работу, чтобы там, как говорится, да, не отходя от кассы, уже придумывать какие-то решения, да, и работать совместно. Вот это самое главное, работать в команде. Командная работа позволяет получить гораздо больше там, выхлопа, пользы, да, нежели там, когда мы работаем отдельно работает исследователь, отдельно там работает дизайн. Мгм. Я хотела бы еще добавить то, что вы собираете мнение ваших клиентов. И, конечно, тоже, я думаю, если не первый, то одни из первых точно это стали делать. И, например, сейчас, ну, вот банковская сфера самая сложная, потому что у них большие барьеры для того, чтобы предоставить доступ клиентам, потому что там есть какие-то договорные обязательства, не передавать персональные данные и прочее. И получается, что еще есть сферы, которые не могут себе позволить, например, взять, да, своих клиентов, передать, может быть, кому-то, там, агентству, да, на обработку и, соответственно, получить информацию из горячих рук. Это такое вот отступление. А у вас в этом плане все налажено. Например, если вам нужны и ваши клиенты, и конкуренты, то клиентов вы можете найти собственными силами. Нам можно только связаться с ними, например, да, там назначить интервью или еще что-то. А вот конкуренты, получается, стоит вопрос только с конкурентами. То есть с этим даже уже нету проблем. Да, действительно, грубо говоря, можно разделить всех наших респондентов, да, которые участвуют в наших исследованиях, на две группы. Это наши внутренние, это наши клиенты, наши пользователи, да, существующие, и потенциальные пользователи. Ну, потенциальными пользователями могут быть как и конкуренты, так и люди, которые не пользуются еще подобными продуктами, но потенциально у них есть такой запрос, такая потребность. И действительно, да, то есть вы нам помогаете в том, чтобы найти потенциальных наших пользователей, клиентов, конкурентов, но вы зачастую нам помогаете найти в том числе и наших пользователей. Да, существовала там какое-то время проблема, до сих пор она продолжает существовать, что на самом деле не так просто с юридической точки зрения, во-первых, да, напрямую обращаться к нашим пользователям. Тем не менее, есть там каналы, через которые мы официально можем взаимодействовать с этими людьми. Да, Елена Королева там хорошо наладила механизм. Да, и как-то с ними да, коммуницировать, приглашать их на исследования. Там разные могут быть методы. Ну, самый первый, который, да, вот самый очевидный, лежит на поверхности, это люди, которые при установке или там при подписке на сервис поставили галочку «Принять маркетинговое соглашение». Там, они приняли согласие на то, чтобы им будут какие-то там маркетинговые коммуникации приходить.
Вот. Это самый такой очевидный канал. Из неочевидных каналов это, ну, например, если мы говорим про мобильные приложения, да, то есть есть в некоторых наших приложениях, мы стремимся, чтобы теперь это было во всех, возможность отправлять пуш-уведомления, да, с каким-то приглашением. Да. Вот мы проводим такое исследование, пожалуйста, примите в нем участие. Если мы говорим про сайт, да, там можно какой-то баннер повесить, да, но Да. там очень сильно зависит от продукта, да, и от каких-то юридических или каких-то других еще ограничений, потому что, ну, коммуникации с пользователем может быть очень много, и у нас есть даже специальный отдел, который следит за тем, чтобы писем и каких-то уведомлений на пользователя не валилось слишком много. Да, вспомнила. За расписанием, да, то есть если мы хотим через них, например, сделать какую-то рассылку, они нас ставят в какое-то там расписание и говорят, ага, там, ну вот мы, например, через 3 недели сможем отправить ваше приглашение. Вот. Мгм. Поэтому есть там много барьеров, но и есть много возможностей, через которые мы можем Да. находить наших клиентов. Да, и даже, знаете, допустим, вы там делаете рассылку по клиентам, да, тоже такая сложность, что, например, мы какие-то рекомендации давали, что можно тоже сделать рассылку по клиентам, и, соответственно, надо тогда миновать вот эту вот холодную связь, потому что когда идет обзвон просто, например, по списку, многие зачастую либо не берут трубку с незнакомых номеров, сейчас это такая сложность. Второй момент, что они думают, что это какая-то реклама, когда это мы, например, звоним, да, пригласить на исследование. И, конечно же, тут большой плюс, что, получается, вы делаете эту рассылку, что действительно люди знают, что им позвонят, не с целью какого-то там, может быть, мошенничества, рекламы или еще чего-либо, и они уже более-менее готовы, потому что рынок сейчас перенасыщен, и зачастую тоже мы клиентам говорим, что если вы сможете, как лаборатория Касперского, сделать такую рассылку, то мы сможем найти таких труднодостижимых клиентов. Например, там несколько компаний давали тоже такие рекомендации. Мне кажется, еще мало где тоже налажена эта система. Ну, смотрите, здесь самое важное, что качество рекрутинга, в первую очередь, это в наших интересах, да. Это нужно не вам, нам в первую очередь. Да, ну и нам Поэтому тоже, потому что потом к нам придут. да, действительно, Сразу же рынок очень узкий. к нам пришли люди, которых мы ждем, да, мы заинтересованы в том, чтобы там завершить рекрутинг в срок, да, завершить свое исследование в срок. Поэтому там, где возможно, мы, естественно, вам помогаем. Я считаю, что в любом случае качество рекрутинга – это обоюдная работа компании и Да, рекрутера, ну и никак да. иначе. То есть мы не можем просто дать задание, да, и дальше просто вам предъявлять претензии какие-то, да, ну вот почему вы там не смогли или не справились, мы же вот так на вас рассчитывали. Но Мгм. я считаю, что должна быть обоюдная работа. Если мы видим, и мы сами понимаем, что какой-то вот сложный рекрутинг, что таких вот пользователей наших там или там, не знаю, людей по определенным узким критериям сложно найти, мы пытаемся там тоже какие-то источники предоставить, да, и какие-то свои идеи предложить, и как-то помочь Да, да, теми силами, которыми мы обладаем, да. да. Поэтому за вами потом просто останется найти недостающих людей или там как-то сорганизовать тех, которые мы смогли найти через свои каналы. Скажите, а какие-то рекомендации вы могли бы дать, как провести исследование максимально комфортно для респондента, если это, например, удаленный тест? Может быть, какие-то рекомендации для тех, кто часто проводит, может быть, у них какой-то опыт, какие-то фишечки, поделиться ими? Да, я думаю, те люди, которые часто проводят исследования, у каждого есть свои фишечки, они примерно одни и те же, да. Мгм. Интересно людям, которые все как бы хотят начать, но что-то их останавливает, да, от того, чтобы начать общаться с людьми на удаленке. Наверное, первое – это в самом начале беседы, да, то есть когда мы все подключились. Нет, давайте мы начнем с предварительной части все-таки. Это еще тоже важно. Проверка связи. Да, Предварительно должна пройти. Потому что с этим сложности большие, если это не сделать. да, да, да. Кажется, да. Это даже самый, наверное, важный шаг, после которого мы либо идем дальше, либо мы на этом Да. останавливаемся, да, и вот говорим, мы Да-да. мы избегаем вот этой дополнительной работы. Спасибо вам огромное, что вы заранее с респондентом, которого, да, мы там берем на исследование, вы с ним заранее проверяете всю эту связь, вы проверяете, насколько человек может подключиться там к Zoom, насколько он может расшарить экран, насколько все это работает, проверяете скорость интернета, то есть всю вот эту техническую составляющую. Конечно же, да, это отнимает много времени.
сил, ресурсов, мне кажется. И к тому же это даже сложнее, потому что когда человек приходит в офис, в принципе, там все сделают, все Да. налажено будет уже. А тут, конечно, такой барьер. Потом еще не каждый настолько, например, кто-то Zoom не пользуется, пользуется скайпом, например, да, там, или чем-то еще, и вот ему нужно быстренько это освоить. Он в таком скоростном режиме обычно это осваивает. Да, и поэтому я помню в начале, да, удаленки у нас было много тоже таких случаев, когда там что-то идет не так, либо интернет прерывается, либо какой-то фоновый шум, либо не включается камера. И очень-очень много таких вот технических моментов, которые, в общем-то, ломают всю нашу беседу, и мы не можем с человеком продолжать общение именно из-за технических причин. Но когда эти все технические причины устранены, заранее там проверка связи сделана, и человек, уже зная, как все нужно делать, даже если он ранее не знал, он научился, да, он научился включить. Да, да, да. Он научился. Zoom должен нам доплачивать. Мы приводим ему новых клиентов. Team Zoom. Да, он уже проинструктирован, и он приходит уже подготовленный, да, то есть нам остается только просто начать с ним беседовать и уже делать свои задачи. цели, достигать, делать свои задачи, там, строить с человеком работу, да, налаживать коммуникацию. Вот. И Небольшое отступление, прошу прощения, небольшое отступление. Диана давала рекомендации по поводу интернета, что можно проверить качество интернета именно там на сервисе. И, конечно, это тоже очень важно учесть по возможности, когда проводите интервью. Ну, может быть, это задачу поставить агентству или там вашему штатному рекрутеру, кто этим занимается вопросом. Да, есть сервисы, которые позволяют проверить скорость соединения, и это помогает просто оценить, да, что у человека не оборвется связь. Ну, понятно, что от этого никто не застрахован. Операторы связи, там, операторы интернета, они тоже могут давать сбои, но от этого никто не застрахован. Но если у человека постоянно нестабильный интернет, мы сможем об этом узнать заранее, да, на этой проверке связи. Да, понять, да, особенно если это какое-то такое экспертное интервью. Скажите, ну, отступление немножечко съехали с темы. Все, про качество связи мы проверили, все хорошо. И вот уже процесс начала интервью и какие-то вот такие вот моменты, которые традиционно вы делаете, чтобы, скажем так, интервью все-таки хорошо прошло. Да, здесь тоже есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать, чтобы беседа строилась, ну, тоже, опять же, в комфортной обстановке, да, чтобы все понимали, что будет происходить. Самое первое, нужно быть пунктуальным, да, то есть если раньше в офисе мы просили людей подойти хотя бы минут за 15, ну, чтобы удостовериться, что к нужному времени они уже на месте, это одно. В онлайне нет необходимости за 15 минут подключаться и сидеть ждать там модератора, еще кого-то, да. В данном случае там, я все равно наблюдаю, что люди чуть заранее подключаются, но и стоит, наверное, исследователю чуть заранее подключиться хотя бы за 5 минут до назначенного времени, чтобы человек, когда придя в эту виртуальную комнату, он не сидел один и не ждал всех, ну и точно не опаздывать, да, на то время, на которое назначено, нужно быть четко вовремя. Это самый первый, наверное, важный фактор. Если опаздывает человек, в принципе, для нас ничего страшного, мы его можем там минут 5-10 подождать, там всякие бывают ситуации, но важнее, когда человек сам подключается, все уже на месте. Далее, в самом начале беседы очень важно рассказать человеку, как будет строиться наше общение, да, что это себя будет представлять. Во-первых, сколько это займет по времени, какова будет структура. Да? Допустим, мы говорим, что да, вначале мы вам зададим несколько вопросов, побеседуем с вами на такую-то тему. Там. А потом в продолжении нашей беседы мы покажем там прототип нашего продукта и попросим какие-то задания выполнить, да, а вы посмотрите, прокомментируете, да, насколько там все понятно. То есть максимально снять вот эти вот какие-то возможные понимания, да, барьеры у человека в голове, чтобы он точно понимал, ага, чего ожидать, что будет, во сколько все это закончится. Еще такой важный момент – это представить всех участников, которые присутствуют в этой виртуальной комнате, потому что у нас зачастую бывает, что присутствует много людей, которые просто слушают,
Мы их просто представляем, как у нас могут подключаться коллеги, которые работают в этой команде, которые работают над продуктом, они могут подключиться и послушать. А если есть люди, которые будут потенциально задавать вопросы, то мы просим их тоже включить камеры. Кстати, про камеру это тоже важный момент. Я считаю, что камеры должны быть включены обязательно и у респондента, и у ведущего. Вот. И помимо этого мы просим человека, который может задавать потом вопросы голосом, еще кроме исследователя, его тоже в самом начале беседы включить камеру, чтобы респондент его увидел и понял, что это за человек, и кто еще ему будет задавать вопросы, чтобы не было, знаете, такого внезапного врывающегося в беседу голоса от незнакомого человека. Он может потом отключить свою камеру, но вначале просто вот мы его показали, да, представили, и все, человек уже понимает, с кем имеет дело. Обязательно нужно сказать, кто это, да, то есть, допустим, это там продуктовый менеджер, он работает над этим продуктом, ему очень интересно, что тут будет происходить, да, и ему важно там развитие качества своего продукта. Но при этом там не стесняйтесь, да, если что-то идет не так, если вам что-то действительно не нравится, вы можете свободно об этом говорить, в чем-то мы для этого здесь и собрались. Вот. Ну, вот эти, наверное, самые такие основные моменты, это вот, да, обозначение структуры беседы и камеры. Спасибо. Из таких мелочей складывается качественное интервью. Екатерина, поделитесь, с помощью каких программ вы проводите исследования? Ну, здесь, наверное, я никакого сюрприза не скажу. Да. Да, основные сейчас наши помощники — это Microsoft Teams или Zoom. Мы используем и то, в зависимости от типа исследования. Teams хорош, потому что там это наш корпоративный, да, мессенджер, да, и можно давать ссылку и подключаться в гостевом режиме. И, в общем-то, респонденту даже не нужно ничего устанавливать на свой компьютер, он просто переходит по ссылке, и все, и он уже может нас видеть, слышать, и мы его видим, слышим. Вот. Это хорошо, это приложение хорошо для проведения интервью. В общем, там никакой специфики не требуется. Но у нас бывают мобильные тесты, у нас бывают многодевайсные тесты, когда нам нужно во время одного и того же тестирования переключаться, допустим, с мобильного на компьютер и так далее. Для этих целей нам больше подходит Zoom. Мы просим человека, допустим, там, подключиться с двух устройств по одной и той же ссылке. Человек заходит из компьютера и с мобильного телефона. На компьютере он включает камеру и звук. На мобильном, допустим, там уже не нужно включать камеру, там можно и звук отключить, и это нужно сделать, чтобы не было, да, вот эха. Но он на мобильном может расшарить свой экран, он может расшарить потом свой экран на компьютере, и, соответственно, это нам помогает видеть, что происходит и там, и даже если это, например, тест только мобильного телефона, мы все равно можем видеть человека через камеру компьютера и слышать его, опять же, через компьютер. Ну вот, то есть Teams и Zoom — самые основные. Более того, эти приложения помогают вести запись, что нам тоже. Это я понимаю. И такое отступление. Как вы понимаете, что респондент ваш отца? Используете ли вы какие-то методы для того, чтобы разговорить респондента? Скажем так, понять, что это наш ЦА, мы стараемся заранее, да, то есть мы... Это мы заметили. Выставляем требования, во-первых, да, мы уже думаем, кого мы будем приглашать, и это происходит не наобум, да, написание этих требований. Да, у вас в этом плане самый четкий отбор. В хорошем смысле. Да, потому что от качества рекрутинга зависит все остальное. Если придут правильные респонденты, соответственно, и качество самого исследования будет на высоте. Поэтому мы заранее, конечно же, выясняем, кто нам нужен для исследования, прописываем критерии. Мы точно знаем, что не нужны лишние критерии, и мы всегда их стараемся отсекать, даже если, допустим, мы попросили продуктовую команду прописать требования, и они там выкатили, не знаю, 20 критериев, мы начинаем их сокращать, мы обязательно найдем какие-то неважные, ненужные критерии, которые могут только усложнить рекрутинг. Вот. И, в общем-то, таким образом все эти критерии фильтруются через нас и уже потом приходят к вам. Да, и тем не менее, даже после того, как мы прислали вам вроде бы финальный список критериев, мы все равно у нас в голове есть те критерии, которые мы можем смягчить в случае чего, в случае, если там что-то пойдет. Совсем все тяжело. После того, да, как мы вам передали задание, вы находите этих людей, и если мы заранее знаем, что мы хотим этих людей, прежде чем пригласить на исследование, заапрувить, да, предварительно там утвердить, потому что бывает так, что особенно в сложных корпоративных продуктах мы не до конца знаем всех тех людей, которые могут нам подойти. То есть, допустим, мы выписали список софта, с которым у человека должен быть опыт,
Ну, возможно, есть еще какой-то другой софт, который мы в этот список не вписали, и, возможно, этот человек тоже нам подойдет. Давайте на него посмотрим. После того, как человек уже попадает к нам, наверное, нет, еще, да, этап, который мы с вами делаем, это дополнительная, да, проверка этих респондентов, дополнительное их скринирование, когда вы проверяете с ним связь, это прекрасный момент еще раз задать вопросы этому человеку, чтобы он уже лично голосом проговорил, да, что да, вот я он. Да, кстати, мы недавно совсем внедрили такое небольшое, маленькое, но дополнительное удобство, когда мы рекрутируем респондента, и до того, как уже мы знаем точно, что он уже будет участвовать, 3 часа примерно, мы дополнительно его скринируем, коротко просим представиться, например, да, в свободной форме, там, я Методил Илона, например, да, руководитель ИДС, сфера рекрут респондентов, использую, например, там, мобильный антивирус лаборатории Касперского, использую там на протяжении какого времени, там, например, да, и какие-то еще такие основные скрининговые вопросы. И такое маленькое превью мы отправляем в лабораторию Касперского. Они могут посмотреть еще раз о человеке, может быть, это наведет на какие-то еще инсайты дополнительные, ну и еще раз убедиться, что он соответствует критериям рекрута и дополнительная связь проверена, ну, для дополнительного удобства. Это очень классное нововведение, на наш взгляд, потому что помимо того, что да, вы дополнительно скринируете этого человека, мы, после того, как вы нам отправляете ссылку на эту видеозапись, мы можем посмотреть на самого человека. Если мы, как профессиональные исследователи, нам не важно, да, мы можем с любым человеком, в общем-то, найти контакт. А сейчас, когда наши ребята, продуктовые дизайнеры, большинство из них только начинает осваивать, да, вот эту вот, скажем так, профессию, да, фишки исследователя, им это очень Да. важно. Они увидели человека, и они заранее настроились на беседу с ним, и они уже понимают, с кем им предстоит разговаривать, потому что, ну, надо понимать, что начинающие исследователи, вот, к которым мы можем сейчас, да, часть наших продуктовых дизайнеров отнести, им очень волнительно, да, им нужно подготовиться, да, им нужно настроиться на эту волну общения с человеком, и поэтому видеть его заранее им очень помогает. Да, здорово, здорово. Я помню то, что мы хотели еще это сделать при очных исследованиях, ну, довольно-таки мы думали об этом, но сейчас как раз-таки так еще совпало, что это дополнительное, конечно же, преимущество, что тест удаленный. Но, конечно же, не все компании, мы сообщили о том, что можно провести, ну, одной из компаний, то есть мы вам такое предоставляем еще вот 2 нашим дополнительным таким клиентам, ну, основным, скажем так. И они сказали, что это неинтересно, потому что это занимает дополнительно какое-то время, и они, может быть, не успевают это посмотреть. Не знаю. Ну, вот так вот интересно. То есть одна компания сказала, что ей это совсем не нужно, хотя нам Наверное, казалось, есть что это тоже на это действительно. причины. Да, в общем-то, мы тоже, не мы вас просили это делать, да, но получилось, что вы это сами придумали, и нам это понравилось. И более того, да, вы знаете, что Да, то есть насколько грань, да, отличается, например, одна компания, ей вообще это нет, не нужно, то, да. что они даже не успевают это посмотреть. Вот так вот. С нашими респондентами тоже бывают такие истории, когда люди просто ради того, что они очень хотят участвовать, да, там, Рвутся да, всячески. это могут быть на самом деле не наши пользователи, когда мы просим наших пользователей, да, они могут там найти подтверждающие там скриншоты где-то в Да, интернете, и таких очень это много историй. очень тяжело, да. И это вот Поэтому прям когда это происходит, мы очень душещипательно к этому относимся, потому что на глаза клиента мы выглядим нехорошо, да. Хотя мы, например, казалось бы, все уже проверки прошел человек, но что-то опять. И, конечно, это такое дело, которое, ну, никак не убрать. То есть это вот какой-то вот процент из 100%, что эти люди все равно там как-то, ну, умудряются попасть в вот, на исследование. мой взгляд, как раз вот этот момент, когда вы проверяете с ним связь, и когда человек шарит свой экран, это прекрасный момент, чтобы показать, продемонстрировать, да, Да, смотрите, да, этот продукт да, устроен. дополнительно показать еще свой продукт. Вот, Да, лицензия да, действует, там, да, или там да. еще какая требуется на данный момент. Хорошая возможность. Мелочь, но
из таких мелочей создается в итоге, повторюсь, качественное интервью. Как вы используете обратную связь от респондентов? Надо, наверное, сразу оговориться, что в этих отзывах, которые мы собираем от респондентов, там, наверное, на 99,9% очень положительные отзывы. Да, вы знаете, я еще раз вот чуть-чуть вступление. Вы знаете, респонденты так благодарят нас, и они готовы, мне кажется, всегда приходить именно в лабораторию Касперского участвовать, потому что, ну, во-первых, насколько к ним подход очень такой индивидуальный, то есть человек действительно себя чувствует как эксперт, да, что он вклад прям вносит, да, в развитие. То есть не то, что это именно просто опрос, там, выскажитесь, пожалуйста, скажите, что вам удобно, что нет. А тут он именно себя чувствует таким, скажем так, важным человеком Да, при участии. но я бы сказала так, что есть люди, которые волнуются, да, то есть они хотят пойти в лабораторию Касперского, хотят пообщаться с нами, но понимают, что, то есть, конечно же, впечатление от лаборатории Касперского — это крупная компания, успешная компания, Да. и работают специалисты, да, ну, у всех такое впечатление вокруг складывается, и эти люди зачастую, они очень волнуются перед тем, как к нам прийти в офис. Я помню раньше, да, там, когда мы работали, они чувствуют себя напряжение, и все равно у них есть вот это вот ощущение, что с ними сейчас будут проводить какое-то собеседование или какой-то там допрос, будут проверять их знания, и они боятся там упасть в глазах там, человека, который с ним общается. Не все, но есть такие люди, которые так относятся. Поэтому, да, тут нужно снимать дополнительное напряжение. Но уходя от нас, потому что отзывы они пишут уже потом, действительно, они уходят. Образцовые отзывы, да, действительно. Да. Вы знаете, мы как рекрутинговое агентство видим, насколько люди довольны. И, конечно же, там, ну, вот, допустим, если не брать, да, часто бывает человек там не очень доволен, да, как встретили, как поговорили, там, например, да, там, ну, просто сообщает, когда мы, там, например, какой-то там подарок переводим или еще что-то, вознаграждение, он там в ходе разговора с специалистом говорит об этом. То есть тоже можно было бы учитывать, например, да, компанию, как обратная связь. Например, может быть, был в этот день специалист не в духе, да, или еще напарник его, какие-то моменты, да, может быть, позже приступили к тестированию, и что-то влияет уже какая-то как бы обстановка, атмосфера, тоже это можно учесть, или какие-то технические, скажем так, да, моменты, которые смутили. Да. Вот, несмотря на то, что, да, вот много отзывов положительных, но немного, я бы сказала, почти все. Даже в этих положительных отзывах есть что выцепить. Ну, к примеру, такой сейчас первый, наверное, на память отзыв приходит. Вроде сначала над ним хочется так посмеяться, улыбнуться и пропустить мимо, да, но там на самом деле есть за что зацепиться. Человек пишет, да, вот, там, прекрасно встретили, все вовремя, там, менеджер, который проводил там исследование, очень вежливый, там, чай, кофе предложили, но не накормили. Ну и вроде бы, да, ну, сначала так подумаешь, ну, окей, да, ну мы здесь не для того, чтобы там кормить респондентов, да, и ладно, все хорошо, остальное, значит, пойдем дальше читать следующий отзыв. Но нет, если мы вспомним там, да, опять же, времена офисные, когда респонденты приезжали к нам в офис, в нашу лабораторию, мы понимаем, что кто-то едет с работы, у кого-то дорога занимает там 1,5-2 часа, кто-то едет с каких-то других дел, да, ему, возможно, не успел где-то перекусить, это и понятно, если человек действительно приехал к нам голодный, мы предложим ему чай, кофе, но если он все равно, ну, на самом деле голодный, он будет только об этом и думать. Ему будет это мешать. Он не сможет расслабиться и там этот час достойно там с нами побеседовать, потому что его все время будет вот этот Мучить. Поэтому даже вот из этого мы такие фишечки выцепляем. Ладно, если раньше мы предлагали еду только респондентам, которые участвуют в очень длинных сессиях, как я ранее упоминала, там корпоративные, да, наши B2B-шные вот эти вот продукты, когда мы тестируем, да, там у нас было такое, что мы по 3 часа с респондентом сидели, но мы делаем там перерыв на еду, там заказываем пиццу или какие-то бутерброды, ну, чтобы подкрепиться. То в каких-то таких вот 40-минутных, там, часовых, 1,5-часовых сессиях мы этого не делали, но решили, что после этого неплохо бы иметь всегда в запасе какие-то там печенье в индивидуальной упаковке, какие-то конфеты, да, то есть чтобы они были всегда просто под рукой, и чтобы человек просто там перехватил, да, если действительно он голоден, он съест эту печеньку, ему ее там хватит на час беседы с нами, но, по крайней мере, он на какое-то время забудет о своем голоде. Набраться сил. Перед Часть встречей. людей, да, отказываются от еды, даже если она есть. Но есть люди, которым действительно это нужно подкрепиться, чтобы вот как-то... Жизненно необходимо в срочном порядке.
Или, например, А, вот такой пример хочется привести. Допустим, мы беседуем с человеком, и мы видим, что да, у нас уже мы как бы зашкалили по времени. То есть у нас, допустим, была договоренность на 60 минут, а уже мы с ним беседуем 70 минут, и он вроде бы позитивный и не проявляет какую-то там какое-то нетерпение и не выражает то, что там ему пора уходить. Он все нормально, там мы завершаем с ним беседу. А вообще впоследствии уходить не хочет. да, на самом там все было хорошо, но там сессия заняла там не час, как договаривались, а час там 0,5 или там час 10. И вроде бы все равно позитивный отзыв, но вот этот момент, ага, так, девчонки, не забываем, да, как только видим, что время истекает, спрашиваем респондента, а располагает ли он дополнительным временем, чтобы с ним еще побеседовать, если у нас остались еще Я вопросы. еще помню, как активно спрашивали, особенно мужчины, номер телефона там кого-то из сотрудников. Это я помню вот такие моменты просто, например, после интервью. Настолько как бы понравилась, видимо, встреча. Вот. То есть Ну, такие были. моменты. В общем, очень рвались прийти еще. Вот, ну, естественно, номера телефонов мы там никому не раздавали, но Да, да, да. именно что, когда мы их встречали в офисе, номера телефонов наши у них были для того, чтобы они могли нам позвонить, и мы их встретили. Вот. Но эти люди, ну, не помню ни одного случая, когда бы там позвонили они нам с какими-то другими целями, кроме там историй, когда Да. люди потом уже звонят и говорят, а вы знаете, я еще хотела вот это добавить. То есть это Да, я помню, это еще вот в начале было, когда мы только-только вот начинали работать, и как-то вот телефон, по-моему, мы не всем оставляли. И вот тогда как раз-таки были такие моменты, что мужчины там участвуют. И вот мне очень понравилось, могли бы оставить номер телефона, чтобы связаться с менеджером там, ну, видимо, Мгм. каких-то, может быть, целей. Поделитесь, пожалуйста, а какие сложности вы встретили на пути перехода на удаленные исследования? То есть были ли какие-то сложности для вас, для компании в целом? Наверное, за всю компанию сейчас не буду там вдаваться, да, в подробности. У всей Да. компании, конечно же, были сложности при переходе на удаленную работу. Я думаю, нам больше повезло. Мы, как IT-компания, там гораздо проще, да, быстрее перешли на удаленку. У нас и так у большинства сотрудников уже были ноутбуки, были специальные там токены, ключики, да, которые позволяют подключаться там с домашней сети к корпоративной сети. Но, несмотря на все это, естественно, там IT-службе пришлось там сильно постараться, чтобы там все это организовать. Ну, главное, что были все для этого ресурсы и готовые решения. Я думаю, просто гораздо больше было сложностей у компаний из других сфер. Вот. Что Мгм. касается исследований, естественно, в самом начале даже самим, да, сотрудникам было непонятно, а как мы теперь будем с людьми налаживать контакт, а как мы будем включать Да, камеры. я помню такое, да, даже мы сделали рассылку, что уважаемый клиент, мы готовы вам помочь, чтобы никто не паниковал. Да, у нас не было такого опыта раньше, мы никогда не проводили исследования на удаленке, да и вообще как-то мы не привыкли общаться через экран даже друг с другом. Мы как-то стеснялись включать камеры, и вначале даже нам самим, проводя внутренние какие-то рабочие встречи, было сложно вот это все делать. Сейчас уже по прошествии практически года я вижу уже большой прогресс в этом. Ну, мы люди обычные уже стали в широком, да, как сказать, ну, более широко использовать тоже средства связи, видеосвязи, да, средства удаленной Мгм. связи. Это настолько стало повсеместным, что уже Да, гораздо проще это и да. следствие понять. Люди более охотно включают камеры, люди не стесняются общаться через экран, и это помогает нам, да. То есть в самом начале, да, была сложность, вот, наверное, это, и еще техническая, наверное, часть, когда мы еще не до конца понимали, какое техническое решение нам подойдет, особенно для юзабилити-тестирования, когда нам нужно тестировать и экран мобильного смотреть, и это смотреть, и это. И когда там многодевайсный какой-то тест, тогда вот нам понадобилось какое-то время и несколько там этапов, да, тестирования, чтобы понять, какие решения наиболее подходят под эти задачи. Рассматриваете полный уход на удаленную деятельность для Да, юзабилити? если говорить про исследования, мы увидели огромный плюс в этом. И я даже сейчас думаю, почему мы раньше, да, вот об этом не задумывались.
Эта удаленка, да, кстати, многому научила нас, я думаю, многих. Действительно, мы увидели, что мы не ограничены, во-первых, в географии, да. Ну, зависит, конечно же, от компании. В нашей компании, сами понимаете, да, наши клиенты не ограничены географически, то есть, в принципе, в любом городе, в любой даже деревне, если человек там пользуется нашим продуктом, Конечно, он наш да, клиент. уже. Вот. А раньше для того, чтобы там человеку поучаствовать в нашем исследовании, ну, он должен был быть готов приехать к нам. Соответственно, это чаще всего были жители Москвы, там, ближайшего Подмосковья, и это сильно ограничивало. Теперь Мгм. такого А, нет. мгм. А коммуникацию легче, по вашему мнению, наладить все-таки при личной встрече или удаленно? Наверное, в начале удаленки я бы сказала при личной встрече, да. Теперь спустя Мгм. времени Теперь все. большой опыт в Жизнь удаленных. никогда не будет как прежде. Умеем и так, и так. В общем-то, нам, я думаю, по большому счету без разницы, где налаживать коммуникацию. И я уверена, что даже если мы вдруг, если мы выйдем в офис, и когда мы выйдем в офис, мы все равно будем вести исследование удаленно. Там, может быть, не 100%, Мгм. может, часть какая-то будет у нас в оффлайне происходить. Но от удаленных мы точно не откажемся, потому что это дает нам большие-большие возможности. И экономия времени, и большие возможности в рекрутинге, то есть там меньше барьеров, да, и более широкая география. Вот. И, наверное, к слову, я скажу, что мы сейчас будем в ближайшем, ну, уже это начали делать и развиваем общение, личное общение с иностранными пользователями. То есть прокачиваем английский, прокачиваем там эти рекрутинговые каналы за рубежом, чтобы самим общаться с зарубежными клиентами в том числе. А как вы думаете, вот дальнейшее, ну так на скидку, например, да, я помню, раньше были маркетинговые агентства, мы писали еще довольно-таки давно статью, что прощайте немыслимые бюджеты на маркетинговые исследования, а сейчас есть рекрутинговое агентство, как бы, да. Потом я думаю, что все равно рынок начнет трансформироваться. Как вам вот идея, например, да, как консалтинг, например, да, кто-то, может быть, создает отделы рекрутинга в компании собственные. Да, да, Нужно есть ли такие, это? да, Или есть, приглашают специалистов или там одного, двух, там, или целый отдел рекрутинговый. У нас такого нет, и мы пока об этом не думаем. Мы не видим пока в этом необходимости. собственно, у вас был этот путь, да, и Дарья рассказывала при прошлой, я помню, встрече, что они имели именно опыт, да, рекрута. То есть, уже как бы это было. М, Да, и я начинала, когда, да, действительно, мы сами искали респондентов. Я, как сейчас помню, 10 лет назад искала системных администраторов, да, для нашего корпоративного продукта, для тестирования. Тогда еще существовало, не было там множества соцсетей, как сейчас, тогда существовала да. первая социальная сеть, ну, не первая, но одна из таких интересных на тот момент. Это социальная сеть «Мой круг», да, по типу современного LinkedIn, да, где люди выкладывали, можно сказать, свою там свое резюме, но это было не резюме, а это была просто такая информация профессиональная о себе. Вот, и я помню, как я там искала людей, и там были живые пользователи, то есть они были настолько активными, всем было тогда интересно в тот момент пользоваться этой сетью. Она тогда еще продвигалась, там, как помните, да, там все люди друг с другом знакомы через пятые руки максимум, да, Да. и тогда очень хорошо люди отзывались, я их искала по ключевым словам. Вот, до сих пор мы иногда прибегаем к этому методу, там в HeadHunter где-то выискиваем людей в LinkedIn, да, и у Дарьи тоже был опыт там, когда мы это делали. Но все равно там 99%, наверное, рекрутинга мы доверяем вам, ну, по России, да, а там за рубежом уже там у нас какие-то другие компании, Мгм. и методы рекрутинга мы используем. Спасибо большое. Скажите еще, наверное, подытожим, может быть, вспомните какую-то самую казусную ситуацию, которая произошла с респондентом во время интервью. Может быть, что-то такое вспомните Ну, вот, из наверное, опыта. недавнего, когда девушка участвовала в интервью. Похоже, что она была на работе еще в тот момент, и там в середине просто интервью врывается ее начальник и видит, что она чем-то не тем занимается, и начинает просто на нее кричать. Вот, ну, как бы это никто не мог предугадать. Наверное, она могла бы это предугадать, да, могла бы как-то себя в этом обезопасить, но, в общем-то, это, наверное, так. Ну, нам ничего не оставалось, как просто там плавно отключиться от сессии, да, потому что, ну, смысл нам сидеть и слушать конфликт начальника с подчиненным. Вот. Из других, ну,
Ну, наверное, там какие-то другие более стандартные истории, когда что-то с нашим продуктом или с прототипом пошло не так, да, или там у кого-то там дети бегают на заднем фоне, или там собаки лают. Но это все понятно, что как бы все люди там в домашней обстановке находятся, и есть отвлекающие факторы. Бывает очень казусными ситуациями. Екатерина, большое спасибо за встречу. Искренне рада, что вы поделились вашим огромным, колоссальным багажом знаний. Я считаю, что лаборатория Касперского, конечно, первопроходец в сфере юзабилити исследований. И какие-то фишечки, которые мы сегодня обговорили, их можно внедрить и просто еще раз практически бесплатно улучшить качество интервью, повысить лояльность респондента и на выходе получить еще более качественное исследование, качественный результат. Спасибо за встречу. Вот. Надеюсь, что, может быть, она даже не последняя. Спасибо, Илона, большое вам Спасибо большое, Екатерина. за возможность рассказать и ответить на ваши интересные вопросы. Я надеюсь, это будет интересно многим, и какие-то действительно полезные вещи люди смогут почерпнуть из нашей с вами беседы. Да, особенно, например, каким-то, может быть, молодым компаниям в том числе. Ваш опыт очень важен будет. Спасибо. Ну, и не говорю, конечно, про опытных уже игроков рынка, что им тоже можно что-то почерпать. Вот. Запись мы заканчиваем. Так.